Московский городской суд вынес обвинительный приговор на основании вердикта присяжных криминальному авторитету Андрею Таркунову. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 4 миллионов рублей. Вместе с Таркуновым на скамье подсудимых было еще трое его подельников: Беслан Хабилаев, Роман Чибан и Сергей Сары. Последнему в настоящий момент 26 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными в преступлениях, предусмотренных статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии», параграф А, Б, часть 3, статья 163 Уголовный кодекс Российской Федерации «Вымогательство в составе организованной группы в особо крупном размере», параграф А, Б, часть 3, статья 161 Уголовный кодекс Российской Федерации «Грабеж в составе организованной группы в особо крупном размере». Судом и следствием было установлено, что Таркунов в июне 2013 года был коронован и получил статус вора в законе. Имея такой статус и опыт в преступной деятельности, Турок не только придерживался и распространял преступные традиции, но и пополнял воровскую казну, а также короновал других. По информации столичных прокуроров, неоднократно отбывая наказания в колониях, он продолжал следовать криминальной идеологии и нарушал внутренний распорядок исправительных учреждений. Организованная группа, по данным ведомства, была создана Таркуновым на территории Московского региона еще в 2006 году. В нее входили и трое осужденных с ним сообщников. Действуя в составе организованной группы с 2006 года по 2017 год, Таркунов, Хабилаев и Чибан под угрозой физической расправы, повреждения имущества, избивая потерпевшего и повредив его машину в качестве подтверждения угроз, завладели имуществом семьи потерпевшего, имевшим в указанный период торговую точку на строительном рынке в районе Теплый Стан, рассказали в прокуратуре. Впоследствии мужчина еженедельно выплачивал им денежные выплаты, отдал 2 машины и единственную квартиру. В общей сложности соучастники завладели имуществом потерпевших на сумму свыше 27 миллионов рублей. И еще один эпизод, вменяемый ОПГ, это вскрытие банкомата в Наро-Фоминском районе Московской области в 2015 году. Согласно приговору, Хабилаев осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Чибан и Сары назначено наказание в виде лишения свободы 9 и 7 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год каждому. Ранее СМИ писали, что Турок занимался курированием деятельности молдавских преступных группировок. Его арестовали в конце апреля 2020 года, сразу после выхода из Верхнеуральской тюрьмы при нем было оружие и наркотики. Таркунова также связывают с бизнесменом из Молдавии Владимиром Плохотнюком. Его считают самым богатым человеком Молдавии. В России в отношении олигарха возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Следственный департамент МВД продолжает расследование дела в отношении международного преступного сообщества, участники которого совершили в 20 миллионов 132 2014 годах незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Maldintenbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами этого сообщества следствие считает Плохотнюка и Вячеслава Платона. Они объявлены в международный розыск. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.